Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня хобби-влог, немножко в таком легком формате. Решила пораскрашивать, давно уже не брала в руки Алису в «Стране чудес». Это у нас Алиса Джона Тэниела, раскраски, поднимающие настроение. Ну, я не совсем уверена, что это прям как сказать, в полном этом смысле раскраска этого слова. Не всегда получается ее нормально раскрасить, не всегда понимаешь, как это раскрасить. Но я раскрашиваю так, как мне нравится, так сказать, не замысловато, как получается. Вот. Допустим, такая вот иллюстрация. Ну, в данном случае выбрала эту страничку, решила раскрасить. По-быстрому крашу маркерами, браши, маркеры, кому как удобно, от 100. Но здесь серый один единственный у меня в наборе. У меня маленький набор. И не очень мне нравится. Он такой сухой, как будто, знаете, уже умирает этот брашек. Поэтому, ну что, поэтому 48 у меня цветов, ну что-то недостаточно. Я даже думала, честно говоря, что у меня их тут меньше. Буду, наверное, брать Штедлер фломастер. Может, Штедлер, может быть, Фабер-Кастель. Посмотрим. Решила пока вот по-быстрому так, знаете, простенькую иллюстрацию сделать, раскрасить. Тем более, что я уже говорила, я хочу ее все-таки закончить. Хоть иногда, хоть там раз в месяц раскрашивать. Вот такие вот делаю, знаете, незамысловатые тоже. Здесь простенькие рисуночки, ничего такого сверхъестественного. Ну и я так, собственно говоря, и раскрашиваю по настроению. Здесь все раскрашено. Просто, видимо, камера высветляет. И, допустим, вот еще кажется, что не раскрашено. Ну вот сейчас крашу, допустим, этот момент. Не знаю. Здесь вообще как-то немножко непонятные деревья с веточками и так далее. И тут же как бы стена дома. Я так понимаю, что стена дома. Видите, и в общем все до кучи. Поэтому, ну, как крашу, так буду красить, собственно говоря. Опять же, как художник это делал, так и делаю я. Не хочется ничего продолжать. Пусть будет такая вот легкая, в такой легкой форме рисунок, отдыхалочка. Продолжаю свой хобби-влог. Раскрасила Алису. По плану геоморфоза у нас здесь экстремальные раскраски Керберзаноса. Здесь мы с Ирой каждый месяц выбрали уже сразу наперед иллюстрации и раскрашиваем. Ну, чтобы, знаете, не ждать друг друга с выбором там или еще что-то. В общем, мы распланировали. Нам так удобно. Нравится мне здесь раскрашивать. Иногда открываю страницу и думаю, что, ну, не знаю, что с этим делать, как красить. Но потом получается замечательная иллюстрация. Какие-то лучше, какие-то хуже, на мой взгляд, получаются. Но, тем не менее, раскрашиваем. В этом месяце вот такая вот у нас иллюстрация будет. Подводный мир, я так поняла. Я залила уже акварелью. Страничку не совсем удачно, но из того, что я умею делать акварелью, это, наверное, более-менее отлично раскрашено. В общем, я залила акварелькой. Детская акварель. По-моему, там на 6 или не на 6, на 12, по-моему, цветов или 18. Убрала уже. Более-менее просохла страница. Ну, у меня не бывает, чтобы прям уж совсем идеально. Но хочу сказать, что я еще так неплохо справилась здесь. В общем, по плану здесь раскрашено. Ну, так как каждый вот этот не закрасишь карандашом. Можно, конечно, но это долго. Неинтересно. В общем, акварель. Ну, а потом будут карандаши. И, скорее всего, даже это будут инктенсы. Не знаю, честно говоря, какими цветами что. Хотелось бы таким ярким их сделать. Получится ли поверх акварели. Посмотрим. Ну вот, пока вот такой вот фон получился. Ну и я хочу начать
«Лесные сказки». Это у нас Ханна Карлсон. Она у меня уже достаточно давно, полгода точно уже как появилась, и все как-то до нее руки не доходили. Но вот подруга раскрасила вот эту иллюстрацию. Мне очень понравилось ее цветовое решение. Мы как-то разговаривали. В общем, она мне разрешила повторить. Ну, понятное дело, что я не повторю один в один эту иллюстрацию. Я не повторю всего того, что сделала она, в силу каких-то причин. Ну, вот смысл и цветовое решение все-таки хотелось бы повторить, как у нее. Даже ради интереса, получится ли у меня. Почему? Скорее всего, в идеале не повторю. Ну, наверное, во-первых, это будет не совсем интересно. Во-вторых, проблема в том, что я не акварелю так, как акварели девчонки, поэтому там, допустим, у Маши вся иллюстрация в акварели. В отличие от меня, я вообще практически не акварелю, поэтому да. Скорее всего, цвета будут похожие, а вот материалы будут, наверное, разные. Скорее всего, вот так. Ну, фон будет черный стандартный. У Маши, я так понимаю, скорее всего, либо акварель, либо акрил. У меня это будет стандартно поска. Мне нравится закрашивать поской, ну и заодно хочу здесь проверить, как здесь поска будет работать. Единственное неудобство, мне не нравится, неудобно красить левую сторону. Мне всегда предпочтительно с правой стороны раскрашивать, левую как-то не совсем удобно. Но в целом, почему нет? Попробую. Хотела чуть ли не с самого начала ее начать. Даже вот видите, приготовила тут листочки подкладывать, прокладывать. Но у меня, не знаю, стоял вопрос между двумя иллюстрациями. Это вот это и вторая вот это. Но в любом случае я их раскрашу обязательно. Пока, наверное, скорее всего, будет все-таки вот эта иллюстрация. Для начала хотя бы фоны сделать. Новая раскраска. Я надеюсь, не испорчу ее. С обратной стороны тоже очень даже интересные иллюстрации. Ну вот я надеюсь, что не испорчу. Так, книга очень новая. Еще не начинала, поэтому понятное дело, еще пока, видите, пытается закрываться. Так, как я уже сказала, это будет поска. У меня поска кистью. Точнее, у меня уже от поски только, наверное, как раз-таки сама кисть. Не более того. Ой, что-то я, наверное, переборщила с заправкой. Я заправила свою поску. Тушью я показывала уже неоднократно, что я заправляю ее. Наверное, чуть-чуть переборщила. Нет, не пойму, почему она у меня какая-то такая водянистая в этот раз. То ли вода попала в саму кисть, когда мыла, хотя не должна была. То ли что. В общем, ну и мне бы, будем надеяться, что я не испорчу. Прям очень хотелось бы в это верить, что я не испорчу. Иначе будет, конечно, очень жаль. Пока это будет чисто черный. Дальше посмотрим, буду я чем-то поверх покрывать или все-таки нет. Дальше там уже посмотрим с вами. Ну вот пока я вижу, что она более водянистая какая-то стала. То ли это постояла уже тушь. Но нет, она не должна менять свойства. Почему у меня такая сырая, не пойму. Как будто, знаете, я ее разбавила тушь с водой. В самом резервуаре здесь. Очень удобный формат такой поски. Закрашивать, когда вот вы делаете фоны. Очень удобно. Я
специально брала. Единственное, конечно, не бюджетно получается покупать. Она сама по себе поска не бюджетная. А вот в форме кисти, таким вот, или как здесь пишут, браша, она совсем дорогая, по 600 рублей, по-моему, что-то около того. Это, конечно, дорого, я считаю. Поэтому да. Вот только не пойму в этот раз. Я помыла кисть, но я туда воду не наливала, я просто вот сверху ее обмыла. Она сохнет. Почему она такая стала, как будто, знаете, воды налила в тушь? Не пойму, честно говоря, совсем. Ну, посмотрим. Придется, наверное, в несколько слоев, потому что в один слой, видите, она такая не черная, а получается вот такой серый цвет. Ну, мне такой не нужен. Мне нужен более глубокий черный. Все-таки хотелось бы, чтобы он был черным. И по задумке. И сейчас будем красить. Вот. Я видела, многие девчонки уже начали эти раскраски. Многие начали уже даже... Уже вышло российское издание этой раскрасочки. Смотрю, уже многие девочки даже в российском уже красят. А у меня одной из первых появилась эта раскраска. И все никак. Руки не доходили. То не успела, то не было как-то такого вдохновения, что ли, желания красить. Именно вот достать ее и раскрасить. В общем, в этот раз решила, что ну пора уже. Плюс я уезжала, не раскрашивала, поэтому пора. Надеюсь, я не заложу. Единственное, вот что мне не нравится, я не знаю, как насчет поски. Да нет, даже сама поска и не смывается, не перекрывается. Я вот в другой раскрасочке белым пыталась сделать блики, не поверите, немножко накосячила. И когда я пыталась поверх черным перекрыть эти белые, испачкала. И оно упорно не хотело перекрываться черным. Я не знаю теперь, как быть. Надеюсь, там потом исправим. Надеюсь, все исправится. Так, ну, так вот у нас с вами получается. Во избежание, ну, вроде бы без проблем. Красит, как всегда. Мне что нравится вот как раз таки в такие моменты, это то, что не протекает, не должна, по крайней мере, поска. Да и чернила. Чернила кохиноровские. Они тоже не протекают. Вот. И мне нравится закрашивать быстро, просто и не протекает ничего. В отличие от акварели. Понятное дело, что с поской, наверное, не получится сделать тех каких-то эффектов, как это девочки делают с акварелью. Но так как я пока что с акварелью на «вы», мне пока сложновато. Не знаю почему. Видимо, все-таки не мой, как не моя канцелярия, не мой материал, наверное, вот акварель. Вот хоть и тресни, если остальные мне получается как-то освоить и неплохо получается, то с акварелью, видимо, все-таки это не мой материал. Ну, это нормально, я сильно не расстраиваюсь, потому что, ну, в общем-то, каждый вид
деятельности, каждый вид материала, каждый вид искусства, еще что-то. Никогда, собственно говоря, в идеале не освоишь, если будешь хватать все подряд. Люди годами оттачивают мастерство чего-то конкретного. Поэтому да, нужно научиться хоть что-то одно сначала делать хорошо, потом уже можно будет что-то другое учить. Ну, это мое такое. Кто-то, может, и не согласен с этим. Ну, у меня вот так. Понятное дело, что есть девчонки, которые по принципу, если человек талантлив, то он талантлив во всем. Ну, вот не в моем случае. Так. Неплохо получается. Мне нравится пока что. Пока все по плану. Дальше посмотрим. Единственное, немножко неудобно. Я надеюсь, вам видно. И мы с вами будем для начала закрашивать фон. Сохнет. Мне нравится, что еще в поске нравится. Это она очень быстро сохнет. То есть тут не надо часами сидеть ждать, когда это все дело просохнет. Ну, конечно, можно подождать. Все равно так или иначе, хоть немножко, но влага присутствует. И можно дать... Ага, чуть-чуть влезла, да? Можно дать просохнуть до конца, так, чтобы основательно бумаги. Но в целом она не требует времени. Поска, она сохнет прям. Да и поска, и чернила. В данном случае я все время забываю, что у меня здесь чернила. Чернила тоже очень быстро прям сохнут, как вы видите. Даже видно, что они тут же высыхают. Так. Единственное, я опять не взяла прищепочку. Проблема все время, чтобы вот не загибались края, чтобы можно было спокойно красить. Потому что все время боишься испортить с обратной стороны. Ну, а так в целом никаких проблем. Единственное, придется немножко вот так сначала. Это неудобно. И вот таким образом мы сейчас закрасим одну сторону, потом другую странички. Проблем нет с этим. Единственное, мне не нравится, вот я говорю, в этот раз что-то меня прям не устраивает, как она рисует, как выдавливается. Может, просто сам резервуар подзабился. А сама эта тут кисть. Но я вроде мыла. Все хорошо. Ну, не вроде, а мыла. Вот она, знаете, как будто внутрь вода попала. И эту тушь разбавила. Такое вот чувство, не знаю почему, не покидает меня. Не пойму, что не так. Вроде и размешивала хорошо. А вот, может быть, опять же, тушь постояла, может, ее нельзя там несколько месяцев хранить открытую. Ну, я имею в виду, я открыла-то, флакон вылила, сколько мне надо, в резервуар и закрыла. Но, может быть, это считается уже открытым. Я просто не знаю, как-то не задавалась целью. Нужно будет посидеть, поштудировать в интернете, да, Google в помощи, почитать, посмотреть, так ли это или в другом причина. Вот не пойму, что не так. Конечно, она от самой поски, эта тушь немного отличается. Она, во-первых, более такая сероватая, что ли. Не такая плотная, как сама, как у поски. Цвет не такой плотный. Я бы сказала, даже более густой, наверное, у поски. А здесь она не такая укрывистая. Но в целом, так как она все-таки большинство бумаги ее выдерживает, даже
в блокноте тоненькие листочки ее выдерживают, эту тушь. И я думаю, вот видите, начинает загибаться все-таки. Можно пройтись еще раз, не проблема. Так что будем с вами сейчас закрашивать. Дальше посмотрим, что будем делать. В общем-то, прям уж такого черного я здесь особо и не планировала. Красивее, конечно, когда он более плотный. Вот. Ну, посмотрим. Вот. Может быть, потом еще раз пройдусь, если будет недостаточно. Пока в целом неплохо получается. Я думаю, вам видно, что получается. Может быть, сверху потом еще чем-нибудь поверх покроем с вами. Будем думать, смотреть, думать. Не знаю, пока мне вот не нравится, хоть убей, как себя ведет этот самокисть. Мне кажется, она уже от времени начинает, уже не так хорошо работает, как поначалу. Может, из-за этого проблемы. Ну, посмотрим сейчас. Вот. Наверное, придется купить еще одну. Жалко, что пустых таких вот не найдешь. Не встречала, по крайней мере, чисто пустых, чтобы можно было именно кистью купить и наливать сюда тушь, так сказать, пользоваться. Так, здесь сильно светлая. Конечно же, еще раз пройдемся и будем закрашивать. Ну, в общем, закрашу сейчас фон по кругу и вернусь к вам. Продолжаю свой хобби-влог. Вот так получился у меня фон черный. Ну, я думаю, все уже привыкли. Не знаю, чем они меня так привлекают, но вот мне кажется, на черном фоне они все как-то более эффектно, что ли, смотрятся. По крайней мере, девушки, лица, цветы. Как-то более интересно. Я так и не определилась, что я буду делать с ней. Повторять или по-своему красить. Скорее всего, по-своему. Ну, потому что, как вам объяснить, есть пару задумок, которые сюда хотелось бы здесь воплотить. Поэтому, да, повторить полностью, наверное, не получится. Ну, не знаю, посмотрим. Скорее всего, это буду делать ее, как мне хочется. Ну, может быть, передумаю. Девушка не постоянно в этом. В общем, неплохо легла здесь тушь. Ничего не протекло. Единственное, листок немножко повело. Вот видите, но это бывает. Это ничего страшного, не вижу в этом проблемы. Пока думала, сидела как красить, решила попробовать здесь разные карандаши на этой бумаге. Magic, Лиры, Полихромоса немножко. В общем, решила попробовать, посмотреть, как это будет. В принципе, и те ложатся неплохо. И первые, и вторые, и третьи. Я довольна. Здесь вот тоже немножко так посидела, побаловалась, поэкспериментировала. Мне понравилось. Так что буду сейчас красить. Скорее всего, не знаю, скорее всего это будет лира пока что. По крайней мере, пока будет лира, а дальше посмотрим. Может, достану либо полихромосы, либо призмы. Пока думаю. Я пока еще в смятении. Вот этот вот внутри круг, каким цветом ей раскрасить и вообще, что с ним делать. Да, пока думаю. Давайте покажу. Была пара покупок. Но была одна вот такая покупка на подарок. Я думаю, все уже видели эти от Малевича кисти с резервуаром. Я взяла М-ку. Я так понимаю, это средний размер. И у нее вот давить нужно тут. Мы привыкли на сам резервуар давить, а здесь конкретно есть кнопочка для этого. Такая
Не кнопочка, а мягкое место как бы. Не знаю, насколько это будет удобно, практично. Я взяла на подарок. Думаю, брать себе или нет. Смогу я такое красить или нет. У меня, в принципе, есть пару кисточек, которыми я очень довольна. Ну вот я думаю, надеюсь, что понравится человеку. Я знаю, что большая часть красит акварельными карандашами. И ей она должна понравиться. Вот такая вот кисть. Сейчас смотрю, очень часто у девчонок она начала появляться. Я пока не знаю особо таких, знаете, конкретных каких-то обзоров на эти кисточки я пока не смотрела. Ну, я думаю, должно быть удобно, интересно. Достаточно хороший резервуар здесь. Достаточно много водички будет. Я думаю, удобно будет. Дальше. Была еще одна покупка. Не скажу, что она прям сюда канцелярия относится, но тем не менее тоже бывает нужна. Я покажу, я уже один брала, просто где-то уже убрали одну подставочку. Это подставка для телефона. Вот так это все выглядит в разобранном виде, в сложенном виде, как удобно, она маленькая, можно с собой носить. Ну и, собственно говоря, вот так раскладывается эта подставочка. У нее не скользящее покрытие здесь, вот она не шевелится, и оно тяжеленькое. Она такая, ну, чувствуется небольшой вес у нее. Я думаю, будет очень удобно. Мы вот ехали в отпуск с отпуском, и телефон некуда было поставить, пока смотрели фильм в полете. В общем, я думаю, это такая нужная вещь. Бывает, я болтаю по WhatsApp и что-то попутно делаю, мне некуда его поставить, или смотрю что-то. Я думаю, такая удобная вещь, в районе 100 рублей, если не ошибаюсь, стоит. В общем, я брала мятного цвета на пробу первый раз. И потом мы с мужем решили вернуться, взять еще парочку. Ему я взяла черный, себе белый. Ну, собственно, их две там и было в наличии, поэтому обе забрали. Чуть-чуть вот, смотрю, не очень, но, в общем, меня это сильно не смущает. Мне главное, чтобы было удобно, ну и не громоздкая. Вот такая вот подставочка с фикс прайс, поэтому присмотритесь, кому тоже надо, может, у вас тоже в магазинах они должны быть в фикс прайсе. Вот такие вот были всего лишь две небольшие покупочки в магазине. Я в последнее время не особо, я говорила, что сейчас стараюсь по минимуму покупок делать, дабы всего хватает. Ну, только если необходимые какие-то. В данном случае вот нужно будет съездить в магазин, докупить чернила у меня уже. Но здесь черное плохо видно. Ага, я уже пока болтала. Здесь вот видите, уже сколько осталось. Фуксия. Ну, черный тоже в том же районе. Хорошие чернила, это кахинуровские. Не протекают. Все прекрасно, мне нравится заправлять. Ими я вот заправляю от Поски. И не только. Сами непосредственно вот эти вот, как они называются. Не скажу, это вот не обращайте внимания, просто приходилось открывать туго сильно и покоцали чуть. Но это не страшно. Когда заканчивается уже Поска, я туда наливаю вот чернила, и все прекрасно работает. Мне нравится именно кистями. Я покупала перед уездом незадолго вот такой синий, но чуть-чуть расстроилась. Так, я тут экспериментировала, и смотрите, вот он сам синий. Но мне казалось, мне хотелось более такой темный, чтобы был не такой светлый. И я как-то более глубокого, такого темно-синего ждала. Ну, в принципе, тоже пригодится, но да, светловатый. Ничего. Видите, даже на тонкой бумаге не протекло практически. Я думаю, что удобно. С Поской, кто не умеет, там или как-то еще пока не умеет правильно обращаться с акварелью, то вот Поска в помощь, конечно, очень здорово. Ну, вот такие вот буквально пару покупочек у меня на днях было. Сейчас буду доделывать здесь вот эту вот девочку, не знаю, феечка, я так понимаю, с крылышками. Буду ее докрашивать.
Спасибо вам, что были со мной, что посмотрели этот влог. Пишите комментарии. Может, кто-то уже тут красил. Рассказывайте, как вам здесь бумага, чем вы здесь любите раскрашивать больше. У меня зарубежное, получается, издание здесь. Ну, собственно говоря, я так понимаю, бумага не отличается особо сильно от зарубежного издания, от нашего издания, поэтому надо дать должное издателям. Все хорошо с бумагой. Пишите комментарии, подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки. Всем хорошего настроения, вдохновения и пока-пока.